Доброе утро. 6 декабря. Мне только сейчас осенило, что 10 дней, 11. Осталось до дня рождения, а у меня еще даже в уме ничего не сложилось, что, как и почему. Вот. На улице минус 10, но по ощущениям из-за ветра минус 20. Реально. Даже пожалела, что куртку одела, нам было одеть, пуховик зимний. Слышите? У кого снега нет. Наслаждайтесь. Ой, прелесть. Обожаю этот скрип. Вот поэтому я больше всего летом скучаю. По этому скрипу. Ну, обещают недолго такую погоду, несколько дней. Потом на потепление. Ну, в смысле на потепление 2-5 градусов. Не знаю, сколько было ночью, но у меня было микропроветривание, и я замерзла. Может, еще потому, что без мужа спала. А вот муж на деревне, наверное, замерз. Несмотря, что он топил печку, почти месяц дом стоял нетопленный. Я думаю, что там холодно. Ну ничего, приедет, отогреется. Он сам хотел туда ехать. Меня звал, я говорю, не-не-не, холодно. Я даже, когда там бабушка зимой жила и топила, я приезжала, я практически все время заболевала. Холодно. А сейчас дом стоял месяц. Сколько ни топи, одеяло холодное, все холодное, но мне надо. Вот. Я говорю, одним днем бы я съездила. Утром туда, вечером обратно. А с ночевкой я не поеду. А он мне еще предложил в баньке помыться. Ага. Это, представляете, после разгоряченной баньки хорошо так посидеть, погреться в холодную избу. Не-не-не. Не мое. Я люблю тепленько. Вот. Ну что, сегодня на работку до вечера, 2 смены. Сын сказал, придет за мной. Он таким образом гуляет, наверстывает километры. Потому что гулять как таковой не ходит, не хочет. А так прошел туда-обратно уже 7000 шагов. Красота. Плюс по школе он как-то одевал фитнес-браслет. Но у него где-то тоже 10 с копейками выходит. Когда, говорит, 10, когда 13. Так что гуляет. Да и вдвоем обратно идти веселее. Сейчас я еще иду, просыпаюсь. А вечером уже веселее идти будет. Где он? Раз-два и нету еще. Либо уже уехали, либо еще только встают. Хорошего дня. Перчатками не выключить. Добрый вечер. Все. Ой, что сделала-то? Выключила вообще. Сегодня у нас четверг, 7 декабря. По-моему, я утром не снимала. Знаете почему? У нас минус 24 утром было. Сейчас минус 15 где-то, а утром было минус 24. Руки не достать было. Я сегодня тепло оделась, потому что вчера замерзла. Прям вообще тепло-тепло оделась. Хотя, что самое интересное, на градусники показывала 15. А на самом деле было 24. А может, я плохо посмотрела. Не знаю. Так, ладно, это не важно. Сейчас важно готовить ужин. Хватит на двоих. А ужин у меня сегодня макароны и сосиски. Сосисоны. Так. На завтра у меня вот тут 6 окорочков. Мне опять по знакомству перепало по 176 рублей окорочка. Я не знаю, дорого это или нет. Я думаю, что дешево, потому что я еще взяла карбонат опять. Опять по 300 рублей. 3 700, почти 4 килограмма. И куриное филе. Это все было 3 лоточка. Вот это было и куриное филе там в лоточках по килограмму
Да, кило 100, кило 80, вот так где-то. Тоже по 300 рублей филе. Сами видели цену в магазине, да? А я доедаю свой рис, не доедаю, там еще на порцию осталось. Остались оливки. Вот потихоньку их ем. Я открыла баночку. Хорошо, что я тоже маленьких баночек наделала лечо. Так вкусно. Хотя можно было бы рис так поесть. От 19 августа. Так это я, наверное, делала его в деревне. Эти банки. Угу. Вот так. Не снимаю, потому что сил никаких нету. А с этим совсем давление начало фигачить. Подсела на таблетки от давления. Мне давно их прописали, но я их что-то не пила. Решила, что пора. Они такие сильные, что мне прописали 1/4 в день пить. И у меня давление упало, но башка продолжает болеть. Продолжает болеть. Не понимаю, в чем дело. Пью еще таблетки от головы. Сейчас вот душ сходила, вроде как голова прошла. А под горячим душем постояла. Сосуды, наверное. Вот сейчас показывает, чтобы вам не врать, минус 20. Не удивлена, что там больше, чем минус 20. Выключаем, крышкой закрываем, пусть томятся. А пока кушать буду. У меня еще карбонат там лежит не разложенный. Так, какие еще новости? Покрасилась, наконец-то. Карбонат сильно заморожен. Не знаю, когда я его буду разделывать. Наверное, вечером поздно. Кстати, всем, кто кушает, приятного аппетита. У меня так очень вкусно. Мне так этот рис нравится. Я прям балдею с него. Ну, вот завтра я с токарочкам отойдут утром. Наверное, я их специями заделаю. Я в первую смену завтра только. Что? Что вы хотите? А вы явно что-то хотите, да? Но я вам не дам. Что? Ну? Что? Нет? Все? Ладно. Еще раз приятного аппетита. Буду кушать. Вот такой кусок мяга. Понятно, да, где стол, где этот кусок. Тут еще чуть-чуть этого. Ну, я хочу сказать, чуть-чуть. Тут вода, видимо, сок заморозился. Но это ничего страшного. Ну, сейчас посмотрю, где тут что. Где по мясисти оставлю, где тут больше с жирком, так я это на кусочки порежу. Так, в этот раз покажу, что получилось. Значит, так, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6. А что у меня тут 7? Раз, два, три, 4, 5, 6. А, неправильно сделала. Здесь 8. Здесь, короче, 8 кусков, здесь 6. Сейчас перепишу. На мясо по-французски хорошие такие кусочки получились. Вот такие хорошие. Дальше. Здесь очень много жира, но и много мяса. Поэтому это только чисто для мужа. Тут на тушеную картошку, тут на плов. Но он любит, когда пожирнее. Так, здесь у нас на гуляш карбонат. Вот я написала, потому что карбонат не жирный, чтобы я поняла. Здесь у нас с лисичками сделать. У меня уже все порезано. Быстро оно разморозится. А это на пирожки. Эчпакмак, или как они там называются, которые я все время делаю со слоеного теста. Все. В принципе, нормально получилось. Хорошо. Здесь вот 8 штук сразу. Сейчас перепишу. Причем такие толстенькие достаточно кусочки. Сейчас в морозилку все уберу.